Здравствуйте. В прошлый раз я рассказал о том, что воровать Путин начал еще задолго до того, как стал президентом. И подобно воровству, узурпировать власть Путин также начал, еще не успев вступить в должность президента. Самые первые президентские выборы с участием Путина ознаменовались вбросом голосов и стали самой масштабной фальсификацией за всю непродолжительную историю выборов в России к тому времени. О том, как Путин извращался над выборными процедурами в России, очень рекомендую ознакомиться в видео политика Максима Каца. Ссылку на этот видеоролик я оставлю в описании. Там приведены графики, статистика, аналитика. В общем, тема разобрана глубоко и довольно интересно. Далее же в моем видео речь пойдет о том, как произошло явление Путина российскому народу, последствия которого теперь вынужден расхлебывать весь мир. В 1998 году Конституционный суд запретил первому президенту России Борису Ельцину баллотироваться на третий срок в 2000-м. В то время суды не были подручным инструментом президента, работающим по его указке, как это сейчас происходит при Путине. Ельцин был вынужден подчиниться решению суда, да и объективно здоровье у Ельцина уже было ни к черту. Кроме того, после развязанной Ельциным войны в Чечне его рейтинг был на самом дне. В то же время из Путина начали стремительно лепить преемника Ельцина. Вектор был задан мужем дочери Бориса Ельцина, Валентином Юмашевым, далее подключился олигарх Борис Березовский со своими медиаресурсами. И в целом у Путина была поддержка среди некоторой кремлевской элиты. Чего у Путина не отнять, так это умение создать необходимый ему образ и заставить даже опытных политиков в это поверить. Вплоть до самого начала войны в Украине ему удавалось успешно обводить вокруг пальца некоторых лидеров западных стран. А народ России, он и по сей день дурит просто феерично. Возвращаясь к теме, в августе 1999-го Путин был назначен председателем правительства. Преемник был полностью готов. 31 декабря 1991 в своем новогоднем обращении Борис Ельцин объявил об уходе в отставку еще до окончания своего президентского срока. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Можно вообще как угодно относиться к его персоне, но тут объективно Ельцину нужно отдать должное. Он не стал цепляться за власть, а просто полностью передал ее, когда понял, что дела идут из рук вон плохо. Его дальнейшее нахождение на посту президента будет только во вред стране. Я много раз слышал, если любыми путями будет держаться за власть, он никому ее не отдаст. Это вранье. Дело в другом. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг. Он не стал переписывать под себя Конституцию путем совершенно фальшивого и позорного голосования на пеньках, как это сделал Путин. Он просто отошел от дел и назначил Путина временно исполнять обязанности президента до следующих выборов в марте 2000-го. Ельцин принял самое правильное решение, но, к сожалению, он просто фатально ошибся с выбором кандидатуры Путина. Потом Ельцин это понял, но историю уже не переписать. В этот период шла Вторая Чеченская война, а в российских городах, включая Москву, гремели теракты. Путин занял жесткую позицию по отношению к террористам и произнес тогда свою крылатую фразу: «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно». Этой позицией, а также молодостью и выдающейся на фоне еле передвигавшегося Ельцина харизмой, Путин заработал большой кредит политических очков перед предстоящими выборами. Кроме того, он уже фактически исполнял обязанности президента. И сам Ельцин официально по телевизору объявил его преемником. Казалось бы, иди и спокойно побеждай на выборах. Но нет. Уже тогда предвыборная команда Путина подтасовала голоса и обеспечила ему победу в первом туре, чтобы с гарантией избежать любых возможных сюрпризов второго тура. С тех пор в России не было ни одних честных выборов. На каждых последующих выборах Путин использовал полный арсенал своих шулерских методов: подтасовки, принуждение, обман. По итогу, с самого начала
Путин врал и воровал. Это произошло в условиях, когда еще не существовало никакой путинской вертикали власти и круговой поруки. И, разумеется, на тех эпизодах он не остановился. Он продолжал и продолжает врать по каждому случаю, по поводу и без повода. В своих следующих видео я пройдусь по некоторым давно забытым, однако ключевым эпизодам его вранья, которые, к сожалению, привели страну в сегодняшнюю реальность. На сегодня это все. Всего вам хорошего. До свидания.